В FPV-хобби помимо веселья есть и боли. И одна из этих болей – это разрядка оставшихся заряженными аккумуляторов после полета. И сегодня я расскажу еще об одном способе преодоления этой проблемы. Всем привет! Сегодня у меня на распаковке и обзоре будет очередной продукт SpeedyBee, предназначенный для облегчения жизни и, соответственно, кошельков и ПВшников – SpeedyBee Battery Decharger. Сразу скажу, что это не уникальный продукт, и в конце видео я приведу возможные другие варианты разряжать аккумуляторы, в том числе с помощью более многофункциональных девайсов. Но пока познакомимся с этим дечарджером поближе. Приходит он вот в такой вот коробке. Коробку я уже, честно говоря, открыл. Так что давайте смотреть, что внутри. А внутри, как мы видим, не густо. Внутри находится сам дечарджер. И балансировочный кабель. Кабель предназначен для того, чтобы при разрядке аккумулятора не просадить какую-нибудь ячейку в ноль или, по крайней мере, ниже допустимого значения. И, кстати, балансировочный разъем используется только для того, чтобы контролировать напряжение на ячейках. И если, например, у вас одна ячейка просела ниже отсечки, а остальные еще более-менее в порядке, он не будет перекачивать напряжение по 5 проводам. Он просто даст отбой и скажет, что все, мы закончили данное упражнение. По качеству сборки и исполнения. Ну, кабель, само собой, понятно, мы его даже это. А вот по пластику у меня есть некоторое чувство, что данное устройство сделано более из дешевого пластика, чем другие продукты. Например, я думаю, многим известный уже адаптер, у которого более приятный на ощупь пластик и более плотный, что ли. Ну и, соответственно, их бэк для очков тоже, который сделан из более плотного пластика, более приятно. Но это, честно, только мое мнение. Вернемся к комплектации. Как вы видите, в коробке ничего больше нет. Нет ни инструкции, ни кабеля USB Type-C. А причем здесь Type-C? Type-C здесь при том, что это устройство не умеет разряжать аккумуляторы само в себя. Для разрядки аккумулятора ему необходима нагрузка на его выходном порту. Но, правда, перекачивать энергию из батарейки по USB Type-C она может достаточно активно. Поддерживается множество протоколов быстрой зарядки. Это Power Delivery 3, QuickCharge 4+, Apple-ские протоколы и еще куча. Вот тут их можно посмотреть. И при этом разрядку она может производить мощностью до 60 Вт при условии, что подключена батарейка 6S. Тоже вот тут можно посмотреть. Итак, давайте посмотрим на нее в деле. Вставляется это все, естественно, как положено. Минус к минусу, плюс к плюсу. Тут все подписано. Не забываем, что минус у нас черный, а плюс, соответственно, красный. Подключаем к нему липошку. Вот тут у меня есть липошка, она в сторидже. Балансировочный тоже у него подписан, поэтому промахнуться будет сложно. Плюс еще имеет соответствующие пазы. И момент истины. Итак, что мы имеем? По умолчанию он включается и показывает нам входящее напряжение. Нажатием на эту кнопку мы переключаемся циклично между входящее напряжение, исходящее напряжение и исходящий ток. Но поскольку у нас нагрузки нет, это все по нулям. Коротким нажатием на эту кнопку мы можем посмотреть вольтаж по каждой ячейке. Вот первая ячейка 384, 85, 85, 84, 84, 89. Неплохо. Заявленная точность измерения достаточно высокая. Не знаю, правдиво это или нет. Под рукой есть только вот такой тестер. Он врет гораздо сильнее, чем. Что еще у нас есть? У нас есть из функций возможность изменить ток отсечки. Длинным нажатием на правую кнопку мы переходим в режим настроек. Видим, что у нас настроен ток по умолчанию 380. 380 это, естественно, на каждую ячейку. Нажатием на левую кнопку мы уменьшаем значение. В инструкции написано, что 3,7 это минимум. Но походу они либо инструкция врут, либо что-то поменяли. 3,6 на самом деле минимальная отсечка, которую можно поставить. А максимальная... Сейчас как? 4,15. 4,15 максимальная отсечка. Это я не знаю для кого. Это даже для лиховы, по-моему, многовато. Окей, вернем на 3,8. Нельзя долго зажать и держать, к сожалению. Приходится прокликивать каждое значение.
Почему нельзя? Потому что сохранить значение мы как раз таки делаем это длинным нажатием на правую кнопку. Итак, проверим, как оно заряжает что-нибудь. Но для начала проверим, что оно нам показывает. В качестве проверочного устройства я буду использовать зарядку. Вот такую вот зарядочку. Можно проверить, что он нам пишет на выходе и что у нас есть на входе. На входе у нас в зарядку 19,96, а на выход он выдает 19,9. Ну, поскольку просто регистры разные, значения, судя по всему, одинаковые. Уже хорошо, хоть в этом он нам не врет. Ну и, соответственно, любое устройство, например, вот возьмем телефон, к которому у вас есть USB Type-C кабель, можно таким образом заряжать. О, не успел еще подключить телефон, как выходное напряжение пошло на 5 вольт. 5 вольт, но, слава богу, 0 ампер. Итак, подключаем телефон. Но у меня телефон заряжен, поэтому много мы, наверное, в него не засунем. Да, 5,1 вольт, 0,5 ампера примерно. Примерно таким вот образом заряжается телефон. Я думаю, таким же образом заряжается и планшет. Единственное, что можно еще попробовать, это зарядить ноутбук. Ноутбук у меня, к сожалению, находится достаточно далеко, поэтому я не смогу разместить его на столе в связи с ограниченным пространством. Но поверьте мне, что вот этот кабель – это кабель от ноутбука. Давайте, чтобы не это. Выходной 23.0. Ноутбук, слышу, пикнул. Отлично. Выходное 20 ровно. И я так понимаю, 3 ампера. Вполне нормально, чтобы зарядить какой-нибудь ноутбук, который особенно не игровой, в режиме игровой сессии. Так, что у нас еще тут есть? У него заявлена вот здесь система охлаждения, но я пробовал, на самом деле, заряжал ноутбук 5 минут, ничего, он особо и не греется. Итак, вот такое вот у нас устройство. Что у нас имеется в кратком итоге? Единственный ли это способ разряжать аккумуляторы? Конечно, нет. Несколько других вариантов. Вот, например, самый простой и самый долгий – это практически каждая зарядка на данный момент, ну, особенно современные зарядки, вот типа такой, имеют все функцию разряда. Да, разряжают они это долго, разряжают они это очень печально. Конкретно вот эта модель, я слышал, имеет в себе особенность при попытке разряда большими токами, а большими, я так понимаю, у нее все, что больше 0,6 ампера, выгорать. Но, тем не менее, такой способ есть. Вот, например, у меня еще Hota D6 валяется. Она тоже прекрасно разряжает. Это займет полдня. Но, тем не менее, зарядка есть у каждого FPU-шника, поэтому таким способом можно. Второй способ, что мы делаем. Мы разряжаем не в зарядку, а в другую батку. Например, если мы отлетали не все батарейки во время полетушек, а отлетали половину или больше половины, вообще идеальный вариант. Мы на вход втыкаем заряженную батку, на выход подключаем разряженные и спокойненько загоняем в сторидж разряженные батки, при этом разряжая ту, которая была заряжена. Удобный вариант, если у вас остались батарейки. Точнее, если у вас остались и заряженные, и разряженные батарейки. Далее переходим к более многофункциональным вариантам. Да, например, если у вас очки G2 от G, то вот такой вот бэк. Этот бэк прекрасно работает. На вход ему подаете до 6S, от 3 до 6S. На выход он изображает из себя 2S. И прекрасно таким же образом. Выход у него тот же самый USB Type-C. Подключаете сюда какое-нибудь устройство. Телефон, по крайней мере, он прекрасно заряжает. Планшет я пробовал, он греется. Это, конечно, минус. То есть ноутбук я бы им, например, наверное, не стал заряжать. Но, тем не менее, если у вас есть очки и вам нужен бэк, вот, пожалуйста, такое решение есть опять-таки у SpeedyBee. По цене они, кстати, сопоставимые. Это, по-моему, даже на $1 подешевле бэк. Поэтому можно использовать его. И, например, тот же самый уже мелькавший сегодня SpeedyBee адаптер. Это вообще великолепная вещь. Он тоже имеет выход на USB Type-A, правда, но
кабель Power Delivery Type-A, USB Type-C у них в комплекте продается. Им также можно заряжать аппу, телефон, планшет, и при этом разряжая подключенный на вход аккумулятор. Он тоже умеет быструю зарядку по тем протоколам. Единственное, что у него ограничена мощность. То есть у него мощность это 30 Вт по сравнению с 60 Вт этого устройства. И, по-моему, он максимум 3,5 ампера выдает. Но, как мы видели, вот ноутбук больше 3 и не берет, например. В отличие от дечарджера, который умеет только дечарджерить, при помощи этого устройства, особенно если у вас Android телефон, вы вполне себе в поле можете приконфигурировать свой квад. То есть польза 2 в 1. Но стоит он в 2 раза дороже, чем дечарджер. То есть при цене этот адаптер стоит, по-моему, на данный момент $36, а дечарджер по-прежнему 18. Но если вам не нужен бэк для очков, например, у вас очки V2, которые переваривают до 6S, или вообще не джишные очки, если у вас полетник со встроенным Bluetooth или телефон на Android, и вам совершенно не сдался такой адаптер для перенастройки квада, а батарейки разряжать все-таки приходится, то, в принципе, можно рассмотреть данный адаптер. Небольшой, компактный, вроде бы выполняет все заявленные функции, а что, в общем-то, еще от него и надо. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я, кстати, уверен, что кроме SpeedyBee еще много производителей выпускает подобные девайсы. Я просто описываю то, что валяется у меня в сумке. Если у вас есть что-то подходящее или у вас есть более интересный способ разрядки ваших аккумуляторов, то пишите в комментарии. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.